Друзья, приветствую вас. Утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие ключевые события происходят и что ждать от российского рынка на открытии, куда пойдет рубль, доллар, евро, нефть и другие активы. Так, ну из того, что произошло и что важно. В ночь с 9 на 10 заключено перемирие между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха. Ну, я все-таки надеюсь, что там конфликт остановится, хотя там, в общем-то, конфликт этот, он имеет очень далекую историческую подоплеку, там все очень сильно накручено и переплетено, как и во многих таких конфликтах. И поэтому здесь, к сожалению, наверное, оперативно этот вопрос решить не получится, и это будет рана, которая долго заживает. Вот. Но, с другой стороны, я считаю, что это позитивный знак, и, по идее, вот по факту, заключение такого соглашения, там события должны флегматизироваться и ну, вообще конфликт сойдет на нет. Здесь есть внешний игрок, который может процесс активизировать, это Турция, но сейчас вроде бы сменили главу турецкого Центробанка, может быть там ситуация стабилизируется и не будет такой острой потребности во внешних врагах. Так, далее давайте календарь событий посмотрим. Здесь сегодня вышли данные по индексу потребительских цен Китая, их рост ниже ожиданий. Это говорит о том, что скорее всего нету такого развития потребительского спроса, как предполагается. Насколько мы знаем, китайское правительство сейчас пытается немножко изменить экономический курс и таким образом выстроить, чтобы возросло потребление внутри страны. Ну, это понятно делается для того, чтобы не зависеть от экспорта товаров. Потому что наступает, допустим, волна очередная, в мире падает спрос вообще на все. И Китай, разумеется, оказывается заложником такой ситуации. Они решили сделать ход конем, развить внутренний спрос, но пока, судя по тому, как эти показатели меняются, у них особо не получается. На самом деле для развития внутреннего спроса нужно достаточно длительное время, и поэтому, с моей точки зрения, их вот эта вот задача создать обширный внутренний спрос, ну, для нее нужно много лет. То есть так оперативно они, как хотят, ее не решат. Вот. На текущий момент, как мы видим, особо этот процесс не развивается, судя по слабому приросту потребительских цен. Но это просто говорит о том, что спроса нет. То есть, когда есть спрос, растет цена. Когда нету спроса, цена не растет, либо растет не так быстро, как предполагается. Так, в час выйдет индекс текущих экономических условий по Германии. Вот здесь будет волатильность и по евро, и, возможно, мировые площадки тоже сотрясутся от этой макроэкономической статистики. Так, далее 15:00 краткосрочный прогноз от Международного энергетического агентства. Вот это важно для нефти. И вообще этот отчет, он покажет, что происходит с энергетическим балансом. Я предполагаю, что скорее всего тренд на восстановление как потребления нефти, так и других энергоносителей, он снизился. Так, и в 6 часов число открытых вакансий на рынке труда. Вот здесь тоже могут быть изменения на американском фондовом рынке. Сейчас сложно сказать, как это событие повлияет и какие здесь данные, скорее всего, на самом деле выйдут, но я думаю, к обеду будет ясно, что ожидать в 6 часов и после 6. Так, давайте посмотрим, что с позициями на форте по РТС. Здесь сделана ставка на то, что будет развиваться рост на РТС. То есть вполне такая уверенная ставка, и возможно с утра мы увидим продолжение движения наверх. Вот. Не факт, что оно будет длинным, может быть просто задерка, и потом произойдет откат. Так, фьючерсы на акции Сбербанк. Но здесь достаточно мощная ставка на то, что банкет продолжится. Так, по Газпрому вроде как тоже хотят продолжения роста, потому как режут шорты. По Норильскому никелю тоже ставка на рост, потому как шорты сокращают. Ну, здесь, конечно, количество, оно кажется не очень большим, и действительно фьючерс не очень ликвидный, но там один фьючерс, он где-то 200 тысяч рублей. Вот, поэтому, ну, как бы действительно здесь будет не очень много. Далее доллар-рубль.
здесь 50 на 50, но в большей степени делают ставку на то, что доллар будет расти. Евро-рубль, здесь ставка на отскок евро к рублю. Евро-доллар, здесь ставка на снижение евро. Так, нефть, а здесь, кстати, ставка на рост нефти, потому как очень мощно срезали шорты. Серебро, здесь ставка на продолжение снижения, так как вообще просто убили все лонги. По золоту схожая ситуация, тоже ожидают, что золото будет продолжать снижаться. Вот сейчас отдельно по металлам посмотрим, куда эта вакцина нас заведет. Вот. Ну и в общем-то, так, металлы, нефть, все, давайте перейдем теперь к следующей части. Так, ну вот сайт финансы, здесь он менее оптимистичен, чем официальные сводки. Из него как бы следует, что все-таки с рублем проблемы еще будут, в чем я не сомневаюсь лично. И по поводу завершения войны в Карабахе, то есть вот судя по тому заголовку, который в финансе приведен, могу сделать вывод, что они ожидают, что этим все не завершится. Конечно, скорее всего, подписанием соглашения не завершится все, но по крайней мере это определенный конструктивный шаг, который постепенно будет вести к тому, что этот конфликт будет прекращен. А прекращение напряженности — это позитив для рынка. В данном случае это для российского рынка может послужить дополнительным драйвером. И здесь же надо помнить, там проходят энергоснабжающие артерии различные, и стабилизация ситуации в том регионе, она, ну, в общем-то, двоякую роль может играть. С одной стороны, у России уменьшается геополитическая напряженность, с другой стороны, снижаются риски, связанные с транспортировкой энергоносителей в Турцию и Европу. Вот, поэтому здесь, конечно, сложное и неоднозначное влияние того, что происходит на Горном Карабахе, на российский фондовый рынок. Так, друзья, по Китаю идет коррекционный откат, но для Китая важно удержаться выше 4900. Если он удержится, это будет позитивный знак, и это будет говорить о том, что продолжится восхождение и переписывание хаев, которые были достигнуты ранее. Вот. Но сейчас, видимо, по совокупности факторов, в том числе и события, которое было вчера, сегодня наступает после действия этого события. Плюс, я так понимаю, статистика по росту розничных цен, она, конечно, напрямую, наверное, не влияет на это движение. Но это, в общем-то, косвенный фактор, который указывает на то, что не все так гладко протекает с развитием так называемого внутреннего спроса. А внутренний спрос — это двигатель экономики и прогресса. Так, друзья, далее SFD на фьючерс S&P, дневной таймфрейм. Ну, вот дневной таймфрейм ясно показывает на то, что вчера, по сути, был шортовый вынос. Вот. И сегодня, если развивается дальнейший корректирующий откат, и он пробивает 3500 и закрепляется, то в ближайшее время будет движение уже на уровень 3420-3400. Так что, в зависимости от того, как здесь будут развиваться дела, либо мы действительно здесь проторгуемся, и это будет плата для нового роста, либо мы отсюда сыпемся и возвращаемся вот сюда, вот на это плата. Я вот на текущий момент не вижу особых оснований для того, чтобы здесь закрепиться. Вот, шортовый вынос прошел. Вот, но с другой стороны, есть и факторы, которые можно назвать позитивными. Это то, что в Америке более или менее решился вопрос с новым президентом. Сейчас речь идет о том, как будет передача власти происходить, болезненно, безболезненно, и о том, как будут приняты пакеты стимулирующих мер. Поэтому, в принципе, здесь, конечно, возможно, что вот этот шортовый вынос, он превращается в консолидацию и основу для дальнейшего роста. Но пока как-то мне больше на ум приходит, что отсюда пойдет корректирующий откат. Так, но если вот опираться на 4-часовик, то здесь вот эта зона пробития, которая приводит к дальнейшему снижению, это где-то в районе 3460. Вообще, как бы, судя по 4-часовику, не факт, что сейчас пойдет вот это снижение. На текущих значениях может сформироваться консолидация. Эта консолидация приведет либо к закреплению, либо к дальнейшему росту. Но опять же, если рассматривать динамику движения по факту того, что было вчера,
то сегодня первая половина дня, ну по крайней мере до открытия основных площадок в Америке, либо консолидация, попытка закрепиться по S&P выше 3460-3470, или мы увидим дальнейшее снижение и движение вот к этой области. Вот я думаю, что сейчас пока особых оснований для того, чтобы здесь развернуться и пойти на новый виток роста, ну, я пока таких оснований не вижу. Но опять же, вот это движение, оно может произойти, если будет пробито 3550 на объеме. Вот если это пробивается, то мы идем наверх. Но пока, как бы, я думаю, больше фактов указывает на то, что мы либо будем болтаться здесь в боковике, либо пойдем ниже. Так, друзья, далее нефть. Но смотрите, по нефти, конечно, вчера была жесть. Единственное, плохо 42.55 не закрепились. Вот. Но в любом случае, сейчас вот она находится в этом диапазоне 40.83. И если этот диапазон будет удержан, это для нефти будет позитив. Вот если как бы здесь возникает пробой, то скорее всего отсюда у нас развивается движение, цель которого будет возврат вот сюда, вот к этой оранжевой линии. Вот. Но пока не пробито вот это значение, здесь идет набор позиций, который в любой момент может привести к задергу и попытке еще раз взять 43.2 и закрепиться на ней. Так, переходя к часовику, здесь достаточно позитивная картина по нефти у нас выходит, которая указывает на то, что если 41.2 не будет пробито, то вот это все движение, которое здесь возникло, оно приведет к тому, что мы сейчас с утра уходим сначала в этот диапазон и потом пытаемся потестить 43.22. Критерий того, что это движение не проходит, это пробой 41.2. Если он возникает, то отсюда пойдет откат, цель которого будет 39.62, вот эта линия. Так, друзья, далее золото наше дорогое. Ну смотрите, с одной стороны, конечно, вот такая свеча, она должна вообще все сломить и все должно уйти непонятно куда вниз и вообще валиться на 1500. Вот. Но есть другой момент. Мы пришли на сильный уровень, который 1850-1860. Был ложный пробой, который привел к тому, что по сути здесь разворотная формация возникла. И текущая ситуация, с моей точки зрения, по золоту, если не будет пробития повторно вот этого диапазона, то здесь разворотная формация и возврат. Ну, первая цель, где закрепиться, 1882. И если закрепляемся выше этого значения сегодня, то в ближайшие дни нас ждет попытка сходить на 1905-1907. Так, ну и вот по часовику как раз идет борьба за 1882. Вот сейчас, если этот корректирующий откат, который здесь пытается развиться, приведет к пробитию 1871, то мы пойдем дальше тестить 1861 и потом, возможно, 1850. Вот. Если удержим вот это значение 1871, то через какое-то время сейчас, скорее всего, последует пробитие вот этого значения и закрепление над ним. По золоту пока ситуация до конца не ясна, но все это похоже на так называемый лонговый вынос. То есть по основным акциям, активам был шортовый вынос, а здесь был лонговый вынос, когда те, кто стояли в длинных позициях и с плечом, их всех повырубали. Так, далее серебро. У серебра сильный уровень здесь 23.8. Его вчера покололи, но не произошло под ним закрепление. Поэтому если он повторно не будет пробит, то здесь у нас по факту набора позиций будет попытка реванша и отскока на 26, 26.2. Вот сюда, вот в этот диапазон. Вот. Но если 23.8 будет пробито, то скорее всего следующая остановка будет в районе 22.62 и потом 21.5. Вот. Пока как бы здесь, я думаю, больше вероятность того, что ситуация будет удержана, но если 23.8 будет пробито и пойдет дальнейшее движение, то скорее всего мы увидим просадку и в серебре. Так, далее рубль-доллар. Но смотрите, здесь по дневке ситуация указывает на то, что наиболее вероятно произошел отбой. И если сегодня-завтра не будет повторной попытки пробить 75-75,
то, скорее всего, в ближайшее время мы дальнейшее укрепление рубля не увидим. Вот. Если все-таки 75 и 75 пойдет, то у нас цель движения находится в районе сначала 75,1 и потом в случае пробоя 74, 74,7 мы увидим более существенное укрепление, целью которого конечной будет в районе 73,25. Вот. Пока больше похоже на то, что будет отбой от вот этого значения и как минимум движение вот к этой рыжей границе. Так, ну и часовик у нас указывает на то, что здесь произошел разворот, как раз вот 75-75 кольнули, ровненько причем. Вот. И цель здесь движения находится на 77-15, 77,1 первое. Вот. Этого не произойдет, если будет повторный пробой. В этой ситуации развивается движение, целью которого первый будет 75,1. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, РИЗа. Ну смотрите, вот 123 сделали на фоне всеобщей эйфории. Теперь как бы цель удержания 119 400. Если в результате откатов вот этот уровень не будет пробит, то высока вероятность того, что отсюда продолжится вот это движение. И цель здесь будет 130 тысяч, сходить вот сюда вот. Так, ну вот четырехчасовик, здесь какая идея? 121 500. Если 121 500 не будет пробито в результате продолжения отката, то наиболее вероятно, что здесь будет консолидация, которая приведет сначала к тестированию 124 тысячи и потом в случае пробоя уход по направлению к 130 тысячи. Вот, если здесь будет пробой, то следующая цель остановки это 119 500. Судя по позициям на форте, ожидают, что здесь все это дело консолидируется, наберется и пойдет дальнейший рост. Вот. Но я бы таких однозначных выводов не делал. Посмотрим, будет или не будет пробито 121 500. Вот если будет пробито, тогда скорее всего никакого роста здесь не произойдет. Потому что если ориентироваться на вот этот 4-часовой график, здесь по сути разворотная формация. И эта разворотная формация, она требует возврата либо сюда, либо вообще вот сюда, вот в этот диапазон. Поэтому посмотрим, как произойдет движение в начале. И исходя из этого будет ясен дальнейший сценарий. Пока в большей степени все-таки проторговка и в дальнейшем при приближении к обеду по Москве, ну или времени открытия американской биржи, основных площадок оно позже происходит, то здесь может быть и задерка наверх, если они вдохнут еще какой-то оптимизм. Может быть, сегодня еще кто-то вакцину презентует, например, AstraZeneca скажет, все, я ее патентую, и мы перед Новым годом всех обколем. И разумеется, тогда мы сразу увидим движение на 150 тысяч. Но это шутка. Все, друзья, спасибо за внимание.